Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И нас интересует неделя с 8 по 14 декабря. Давайте мы посмотрим, что же ожидает Водолея в этот период времени, какие карты вам выпадут с 8 по 14 соответственно. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, он не индивидуальный, но, надеюсь, большинству из водолеев, которые сейчас это видео смотрят, этот расклад подойдет и окажется полезным в той или иной степени. Если вы считаете, что это видео подходит кому-то из ваших близких, родственников, водолеев, можете отправить им, возможно, им оно также подойдет. Итак, давайте посмотрим, водолеи, что у вас получится с понедельника по воскресенье. Соответственно, на каждый день недели я постараюсь достать по одной карте из основной, затем из дополнительной колоды и посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, водолеи, с 8 по 14 декабря. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. У нас есть первая карта, шестерка жезлов. Собственно, да, давайте посмотрим здесь еще, что у нас на дне колоды. Четверка мечей. Давайте посмотрим. Четверка мечей, страшный суд. Здесь могут быть по четверке мечей какие-то ситуации, которые заставят вас задуматься. Возможно, будет что-то, что напомнит о прошлом, какая-то прошлом цель, которую вы перед собой ставили, или какие-то дела, которые откладывали на потом. Возможно, что-то перевернется с ног на голову, и об этом будет смысл подумать. Но, скорее всего, здесь позитивные какие-то будут изменения, потому что и карта, собственно, десятка чаш дальше выпадает. Достаточно хорошие карты дальше. Ну, давайте посмотрим. Что же здесь у вас есть? Шестерка жезлов. Первая карта, которая здесь у вас выпала. Шестерка жезлов. Карта успеха, победы, карта возможности показать себя победителем и человеком, который будет здесь в центре внимания, будет привлекать к себе внимание, будет принимать мудрые решения, в целом вести себя как лидер и обращать внимание на то, что делает, как поступает, на какие-то успешные вещи, которые завершает, за что вас могут здесь поздравлять, да, восхищаться вами. Хорошая достаточно карта. Либо даже если здесь не идет речь про восхищение открытое, но вы заявляете таким образом о себе, что я смогу, я сделаю, я справлюсь, я выйду победителем в этой ситуации. То есть проявляете свои лидерские качества на полную, начиная с понедельника. Может быть, выходя на работу, планируете очень многое успеть, а понедельник — начало недели. Но в любом случае заявляете, по крайней мере, миру о себе таким образом. Давайте посмотрим дополнение, что здесь у водолея может быть еще. Собственно, в понедельник какая карта еще выпадает? Карта рыцаря кубков, карта приподнятого, воодушевленного настроения, когда вы считаете, что у вас как будто внушение такое есть, что у меня получится, я сделаю, я смогу. У вас очень хорошее настроение в этом плане. И по карте четверка пентаклей есть ощущение, что вы можете как будто бы больше заработать, вы можете больше получить, если вы будете проявлять себя таким образом. Вы как будто бы показываете, что вы хотите сохранить что-то для себя важное, ценное, какие-то деньги или что-то для вас иное ценное. Может быть, вы здесь идете на свидание, встречаете такого рыцаря кубков, и вам хочется продолжать общение, отношения с таким рыцарем кубков, собственно, да, и не терять этого человека из виду, как она держит, собственно, да, близко к сердцу этот кошелечек, то есть не терять что-то ценное, дорогое, что получаете в этот день. Четверка пентаклей. Может быть, и получаете здесь тоже по четверке пентаклей какую-то выгоду, какие-то уже материальные вещи для себя тоже, где вы там, куда вы едете или с кем вы общаетесь, но в любом случае очень успешный день для вас. Дальше восьмерка кубков, и вот здесь не совсем так можно сказать, потому что восьмерка кубков про разочарование, про неприятности, про понимание, что сложная какая-то ситуация здесь возникает, нужно с ней справляться. Вы можете быть не уверены в своих возможностях и силах, когда начинаете сомневаться в себе, сомневаться, а получится ли у меня, а смогу ли я, и как будто хочется развернуться, уйти, оставить все проблемы позади просто нерешенными. Как будто, знаете, оставьте проблему, она решится сама собой. Не трогайте, не
не беспокойтесь, да, вот как будто бы так кажется, что не буду об этом думать, оставлю. Испытываете неуверенность определенную, справитесь ли с какой-то здесь ситуацией, или сталкиваетесь с чьей-то прямолинейностью, которая ставит вас в тупик, загоняет в тупик, и, собственно, появляется очень много неуверенности, опять-таки, в себе, даже если до этого этой неуверенности не было, она может почему-то возникнуть по каким-то причинам, появляется сомнения, которых не было ранее. 8 кубков. Давайте посмотрим. Также может быть как ощущение, что дальше что-то тяжелое идет, что-то сложное для вас, вы это чувствуете. Давайте посмотрим Водолей, что здесь во вторник еще имеется в виду. Карта 2 мечей тоже. 2 мечей. Сдерживаете себя, чтобы не предпринять какие-то неверные шаги или неверные действия. Могут вам окружающие что-то негативное говорить. Опять-таки вы стараетесь в отношении них не сказать чего-то лишнего. В отношении близких или любимых, друзей, неважно, коллег. То есть быть достаточно стойкими. И перед лицом каких-то проблем и сложностей стараетесь быть стойкими. Также, если мы говорим о целях, которые вы перед собой ставили, надеждах, которые у вас были, вы здесь как будто бы не уверены в том, получится ли у вас их осуществить. Если вы ставили себе, допустим, цель, там, ну не знаю, что-то поменять в своей жизни, рассматривали такой вариант, да, думали, поменять, не поменять, неважно, что отношения, работу, хобби какое-то новое завести, то здесь у вас много неуверенности в том, что я начну, а у меня не получится. Я сделаю, а оно не получится. Да? То есть много каких-то сомнений в том, что вы придете к этой своей цели. Карта дьявола, карта, возможно, общения с человеком знака Козерог, и также карта дьявола — это карта низких таких очень энергий, каких-то конфликтов, выяснения отношений, манипуляций со стороны других людей, либо с вашей стороны. По карте дьявол вы можете сталкиваться с чьим-то тщеславием или чьим-то эгоизмом, или сами проявлять такие качества, что может быть достаточно плохо для вас здесь и чревато какими-то неприятностями. Но вот карта дьявол, она в целом показывает, да, такую зависимость или созависимость с другими. Она показывает, может быть, ваше негативное какое-то общение с другим человеком, которое здесь может вас расстроить. Карта дьявол. Давайте посмотрим дополнение, что здесь еще у Водолея может быть. Карта 9 мечей, то есть для вас это тяжелая ситуация, вы считаете ее какой-то дьявольской, тяжелой, плохой, негативной, и по 9 мечей страдаете из-за этого, из-за этой привязанности или этих оков, которые на вас надеты. Может быть, вините себя за что-то, что вы сделали в прошлом, или стыдитесь каких-то своих действий, которые могли привести к этому событию. Также сомневаетесь в какой-то связи, насколько она прочна, может быть, или вас, наоборот, тяготит эта связь. То есть какая-то патологическая привязанность, патологическая связь. Могут быть по тузу пентаклей какие-то долги, которые здесь почему-то вас тяготят, или какая-то привязанность, да, связанная с деньгами, какая-то зависимость, связанная с финансовой обузой, с финансовыми оковами. Поэтому туз пентаклей. Могут быть переживания из-за денег, также могут иметь место. Или какие-то искушения, соблазны, связанные с деньгами. Карта 2 кубков, карта влюбленных двоих людей, либо карта пары, отношений в паре, либо отношений, не знаю, дружеских, может быть, это не обязательно про любовь, это может говорить про общение с ребенком, это может говорить про кого угодно на самом деле, но в целом это как желание найти родственную душу или общение с родственной душой. Это возможность здесь с кем-то пойти на перемирие или с кем-то о чем-то договориться и почувствовать, что вы с этим человеком на одной волне и понимаете друг друга. Давайте посмотрим дополнение, что же здесь имеется в виду. Водолея на четверг у вас выпадает 8 пентаклей, возможность добиться успеха в каком-то деле. Может быть, в соглашении с кем-то или в отношении с кем-то, в паре, допустим, или в деловой какой-то обстановке. Если вы с кем-то работаете, то возможность тоже хорошо сотрудничать, хорошо работать и добиваться успеха в том, что вы делаете на работе. И дальше 5 мечей, тоже такая неприятная карта поражения, позора, неудачи в целом, с которой вы можете сталкиваться. И также какой-то как будто бы трусости, проиграть страха, потерпеть поражение по 5 мечей. Боязнь уйти с поля битвы ни с чем. 5 мечей.
Пятерка мечей. Давайте посмотрим. Пятница. Двойка кубков. А здесь как будто бы, знаете, еще пятерка мечей на дне колоды. То есть, а здесь как будто бы здесь налаживается что-то в отношениях или в партнерских отношениях, да, на работе или с коллегой. А здесь как будто опять что-то не так, не ладится, что-то не получается, снова разочарованы, снова неудача или какое-то несоблюдение договоренности, может быть, которая здесь вас может расстроить. Или касаемо ребенка что-то, потому что двойка кубков — это дети, что-то связанное с детьми, что вас заставит попереживать или расстроиться, или будет для вас каким-то позором, что-то вот такое вот негативное, что может произойти здесь. Дальше карта императрица, карта матери, карта, если смотрят женщины, показывающая, что вы уделяете много времени своему дому, быту, своим домашним, уделяете много времени каким-то домашним делам, которыми здесь занимаетесь. По императрице. Для кого-то это общение с человеком знака Телец, потому что карта Тельца. Для кого-то это карта или мамы, или жены, или вы, если мама, я уже говорила, общение с детьми ваши, которое для вас здесь особенно значимо, и решение каких-то домашних дел. Для кого-то здесь могут речь идти и о беременности, о материнстве. Вот карта Маг и карта Солнце. То есть вообще замечательная карта ясности ума, четкости, понимания происходящего, какой-то активности вашей и воли, такой энергетики очень хорошей, материнской в том числе. Вы вдохновлены здесь всем, что касается плодородия, развития, какого-то нового дела, какой-то работы на себя, может быть, по карте Маг. То есть вы готовы творить, создавать, созидать. Императрица, она дает жизнь, и карта Солнца дает радость, ощущение счастья от того, что здесь такие изменения происходят. Карта Двойка жезлов, карта выбора. Больше, знаете, как сделать или не сделать шаг, сделать этот выбор или не сделать, и небольшого выжидания перед этим выбором, как будто бы вы должны принять решение, выбрать, но вы не торопитесь с этим решением, не торопитесь с этим выбором по Двойке жезлов, и как будто бы еще занимаете нейтральную позицию. Не знаете до конца в воскресенье, нужно или не нужно тут это решение принимать. То есть у вас есть выбор, но вы не торопитесь это решение принимать. Стоите перед этим выбором. Может быть, планируете следующую неделю. Карта Туза Пентаклей, карта Пятерка мечей. Выбор может касаться каких-то важных вопросов денежных, либо каких-то достижений серьезных или достижения независимости в чем-то. Но вы по Пятерке мечей боитесь неудачи или боитесь проигрыша. То есть вы думаете о том, как бы сделать какой-то важный шаг в теме денег, заработка или процветания, но при этом думаете, что может не получиться. Вот, дается вам эта монетка, дается вам этот шанс, но вы думаете, что у меня может не получиться, болит голова по этому поводу, или кто-то вам говорит, что может не получиться, и это вселяет в вас сомнения. Вы думаете, может быть, не нужно рассматривать эту новую перспективу, которая может быть очень даже выгодная, потому что кто-то говорит, что может не получиться, не удастся. Да? Поэтому карта Пятерка мечей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на неделю мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.